Как состояние у вас? Я посмотрел, оказывается, мы уже почти 1,5 месяца вместе. Как Да, сейчас? уже с Нового года начали, я как раз собрался с Нового года. Сейчас все хорошо, сейчас никаких проблем. Вот буквально только последнее, что было, это отравление у меня, и после этого была такая вспышка небольшая. А так сейчас все стабильненько, в принципе, как такого сильного ничего нету на лице. Здорово. Давайте вспомним примерно, вот какая у вас история была. Расскажите коротко буквально, когда началось. Началось у меня оно достаточно давно, но оно было очень редко. Буквально проявлялось там раз в полгода. Я ему сильного внимания не приділял, потому что вообще даже не понимал, что это такое. Думал, или аллергия, или еще что-то. И мази там покупал, бывало непонятно от чего. В аптеке просто приходил и покупал. А вот буквально где-то год назад, полтора, оно чаще начало проявляться, где-то каждый месяц, полтора, два вот появлялись пятна, все краснело. Я уже начал задумываться, что это такое и что с ним делать. Пошел уже к врачу. Вот буквально год назад я пошел в частную клинику. Там мне приписали лекарства, и диету мне назначили тоже, как вот сейчас у вас. В принципе, на то время мне это, не сильно, я скажу, что помогло. Был какой-то эффект, но не сильно он длительный был. Все вернулось, после этого лечения. Я опять забил на это. Потом опять тоже пошел к врачу, уже в другую клинику. Тоже мне назначили, как вы сейчас рассказываете, гормональные мази. Я даже не знал, что это такое на то время. Я вот мазался мазями, тоже у меня была диета. И все то же самое, ничего не произошло, как такого лечения не прошло, оно продолжалось. Вот теперь с Нового года уже с вами занимаюсь. Какая была у вас как главная причина, то, что вы решили попробовать со мной? Вы смотрели разные вещи, я думаю, много видео есть, много информации. Я вот просто посмотрел, нашел вас в интернете, увидел видео ваши. Мне показалось, что в ваших рассказах где-то есть чуточку у меня. И я решил с вами попробовать вместе. В принципе, сейчас не жалею. Скажите, насколько я помню, когда мы начинали, у вас были очень маленькие покраснения. То есть, может быть, из-за того, что вы мазались гормональными мазями, может, в целом из-за того, что не сильно, скажем так, воспалены были участки. Что интересно, что когда начался у вас синдром отмены от гормональных, у вас прям очень сильно, прям все вспыхнуло. Сложно было в тот момент вам именно, вот в момент отмены? Вообще, да, было сложно, потому что тогда у меня было лечение, это где-то через месяц, наверное, было. Уже время прошло от начала диет, от начала всего лечения. И тут такое, и у меня все знали, и друзья, и родственники, что я вот лечусь сейчас. И у меня такая, все то же самое на лице, даже хуже стало. Все говорят, ты до своих терапий был лучше. И потом, да, было сложно именно из-за этого, что знали, что я лечусь все, и мне вот каждый говорил примерно то же самое. Потом все выровнялось, и были тоже небольшие покраснения после этого, как такового сейчас по частоте воспалений, как раньше, сейчас нет. Во время программы, во время этих 1,5 месяца, что было для вас самое полезное, не знаю, самое положительное именно в программе? Что вам больше всего помогло?
от вас я узнал кучу информации по поводу питания. Это мне сильно помогает. Сейчас я знаю, что у меня есть, что мне нельзя есть. Стараюсь этого придерживаться. Бывают всякие мысли уже в голове возникают, то того хочется, всего хочется. Но знаю, что если я собрался уже лечиться, то буду лечиться до конца. В принципе, также информация по поводу всех процессов, которые в организме, и от вас также узнал от той или иной пищи, тоже важно мне было. Так, в принципе, все полезно. Все, что вы говорите, все интересно. Смотрите, у вас примерно осталось там еще пару недель. Сейчас вы чувствуете, уже лучше понимаете, какие продукты там что как влияют? Есть вот какое-то, даже не то, что понятие, а вот ощущение в плане тела, ну, как реагируют, что вот этот продукт, например, как-то не очень хорошо влияет? Или пока еще все равно учитесь? Ну, как, в принципе, сколько я сейчас, 1,5 месяца уже с вами. Конечно, что есть понимание. Даже вот, когда у меня было отравление, я понял, что сейчас в организме что-то случилось, и у меня это все на лице показало. Есть понимание, что продукты играют роль. Каждый продукт, в принципе, который я ем сейчас, я понимаю, что может быть после него. Ну, я стараюсь такие продукты исключать, от которых я знаю, что мне будет хуже. Я уже понимаю, какие это продукты. Сейчас вообще без этих продуктов обхожусь. Что-то было в программе такое, я не знаю, прям очень сложное для вас? Там, я не знаю, тяжело дневник писать, либо без сладкого сложно. Вот что было самое сложное за это время, за этих 1,5 месяца? Самое сложное? Мгм. Дневник писать несложно, просто иногда забываю. Там, или фотографии сделать, или еще что-то. А самое сложное, ну, может быть, диета, но я уже как-то привык и сильно не заморачиваюсь, что это сложное. По поводу кремов, которые я передавал вам. Если у вас закончатся там или крема, или масло, вы можете, там мы можем с вами договориться, я смогу еще там купить здесь и смогу вам отправить. Если надо. Ну, я не знаю, мне кажется, у вас еще там есть, правильно? Оно же там... Там есть надолго еще. Я покупал одну мазь, ну, эту с маслом чайного дерева. Я покупал, потому что я там вашу забыл в другом месте, и мне ее не передадут в ближайшее время. Я купил себе другую. Вот пока там хватает еще. Ну и масло, я думаю, тут тоже можно взять. Или там надо такой же фильтр, как у вас. Нет, не обязательно можно, потому что часто можно, если найдете хорошее, которое для косметических целей, тогда в принципе можно, то есть нет проблем каких-то. Можете просто посмотреть, что и как. Попробуйте на себе, вы же уже знаете, как оно должно работать. То есть попробуйте нормально, значит, можно использовать дальше, в принципе. Я понял. Да я сейчас с утра вот мажу и вечером. И все. Иногда вечер пропускаю. Ну, по-разному. Ну, в основном с утра каждый день, а вечер через день, там, через 2. Ну, это здорово, потому что вы по себе теперь смотрите, если все хорошо, то можно пропустить и не мазать. Если начинается какое-то покраснение, то мажете, естественно. То есть смотрите просто как по надобности, и в случае, что видите надо, можно использовать. То есть не обязательно каждый день это делать, как вы и делаете. То есть все правильно, по большому счету. Да, я понял. Так, Стараемся так делать. Есть какие-то, может, вопросы ко мне, раз уже созвонились? Может, что-то, не знаю, новое, свежее, что-то узнать? Нового, свежего. Да. Да я, в принципе, все в Вайбере спрашиваю, что меня интересует, как такового сейчас. Ну, пока держимся. Меня сейчас все устраивает. На лице как такового ничего нету. Все хорошо.
Классно. В целом, если вот взять нашу то, что прошло, да, за 1,5 месяца, самому себе вы бы посоветовали еще раз пройти? Ну, то есть, если вот вас на то место поставить, где вы начинали? Ну, конечно, сейчас, видя результат этот, конечно, что я не жалею. И еще готов для финальной точки продолжать. Вопрос чисто интересно для меня тоже. В целом вы знаете примерно там какие цены у меня стоят на вот такое персональное ведение. Просто вот ваши мысли. Это дорого или сильно дешево? Потому что, ну, я знаю, вот честно, например, я тоже честно смотрю на то, что какие там цены на все бывают. Я знаю, что ценность, которую я пытаюсь дать или хочу дать, она намного больше, ну, естественно, просто я хочу максимально помочь. Как вы думаете, вот она цена заниженная или завышенная? Или вот серединка? Я думаю, вполне адекватная цена у вас, потому что я был в тех частных клиниках, в которые я ходил, и для сравнения те препараты, которые они приписывают, и те консультации, которые тоже стоят денег, выходит, наверное, раза в 3-4 дороже, чем у вас. Ну, главное вообще результат. Конечно. И как такового результата нет, даже если бы одинаково было и у вас, и где-то еще, главный результат. А результата там, куда я ходил, нету. Согласен. Будем дальше все равно, как бы мы дальше работаем в контакте и смотрим на состояние вместе. То есть вы сейчас же начали еще, вот протеин включили, я так понимаю, спорт активно тоже пошел. Да. То есть будем смотреть, как оно тоже будет влиять все вместе по протеину. Пока вроде бы все хорошо, то есть как по спорту, вот вес там не падает, нормально все, то есть, ну, мне кажется, в целом с такой диетой можно спокойно там заниматься спортом и набирать себе мышечную массу. Как вы чувствуете? В принципе, вес не падает, я кушаю нормально, как такового ничего не заметил, что с появлением диеты у меня пропало что-то именно по весу. Все нормально. Ну, здорово. Тогда смотрим дальше, остаемся дальше на связи. Любые вопросы также пишите мне.